Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и сегодня я к вам очень близко, мои ресницы не накрашены, это значит, что сегодня в этом видео мы будем тестировать новую тушь с двойным эффектом. Она так и называется The One Double Effect. Давайте сначала рассмотрим саму тушь. Она приходит в защитной пленке, и для того, чтобы ее распечатать, эту пленку нужно вскрыть, и вот мы ее снимаем и находим внутри черный футляр, серебристые буквы на этом футляре, и все сделано в стиле The One Stockholm, и как бы позиционируется, что это обновленная версия, такая тушь уже была. Кстати, если вы ей пользовались, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вам, потому что я не пользовалась. Сравнить я сейчас не могу с предыдущей тушью, могу только вот прямо сейчас при вас протестировать. Сама тушь выпущена в Польше, объем ее 8 мл и срок ее годности 6 месяцев с момента вскрытия, о чем говорит нам баночка с крышечкой на футлярчике. И как и в прошлой версии, вот на мой взгляд, дизайн ее весьма минималистичен и лаконичен, вот простоват, как мне кажется. И отмечу, что несмотря на то, что это переиздание, как бы The One Stockholm, на крышечке нет вот этого логотипа The One Stockholm, и в принципе я его нигде не нахожу. Но эта тушь, знаете, такой микс, это эконом-вариант для тех, кто хочет сразу два эффекта получить, и получить длину ресниц и объем. В тюбике есть два разных ограничителя, и благодаря им на самой щеточке остается больше либо меньше туши. Соответственно, вы получаете разный эффект. Как это происходит? На вот колпачке есть надписи, и вы можете видеть, это length, это длина. Если вы открутите вот первый колпачок, то вы вытащите такую длинную палочку, и на конце будет кисточка. Кисточка, как вы понимаете, одна и та же, и на ней будет мало туши, потому что здесь есть дополнительный ограничитель. И когда вы будете красить именно вот таким способом, ресницы будут более удлиненные, на них будет меньше оставаться туши. Но накрасили вы, например, длину, вытянули ресницы, и достаете вы второй колпачок. Здесь написано volume, это объем. И когда вы достаете ту же самую абсолютно щеточку, но посмотрите, даже палочка получается толще, потому что она тоже служит своего рода ограничителем. Давайте, кстати, посмотрим, как это работает. Смотрите, видите, если я сейчас буду доставать, то сама тушь остается на палочке. Вот, обратите внимание, вот здесь вот эта тушь остается, но не буду я сейчас это делать, потому что это будет ее пачкать. И сейчас на щеточке туши очень много. Она очень густая, ну, непосредственно сама текстура вот этой краски. И тогда мы можем наносить вот эту тушь на ресницы, больше будет тушь оставаться на ресницах, будет получаться объем. А вот такая вот, я бы не сказала, что какая-то замороченная техника, она довольно популярна, используется, не знаю, кстати, есть ли в других компаниях, по-моему, все-таки есть, но в Oriflame эксплуатируется довольно давно. Так что одна тушь, два эффекта, у меня два глаза, поэтому здесь, в принципе, очевидно, что будем мы наносить на один глаз длину, на другой глаз объем. И пока я не начала тестировать на ресницах на своих, хочу еще для сравнения показать щеточку именно с тушью 5 в 1. Потому что 5 в 1 это самая популярная классическая тушь Oriflame, и вы можете сравнить, достать щеточку своей туши и посмотреть, насколько эта щеточка новой туши будет больше, либо меньше тушь 5 в 1. Ну, мне кажется, что 5 в 1 более щеточка густая, у нее меньше ворсинки, по длине она примерно одинаковая, но щеточка новой туши, она не силиконовая, а ворсистая, поэтому смотрите, любители ворсистых кисточек, обращайте внимание, что вот есть такая тушь. Ну что, давайте наносить. Я уже не помню, куда я махала руками, но пусть с этой стороны у меня будет сейчас длина, с этой стороны будет объем. Вот здесь вот оставляю вам титры, чтобы вы не перепутали. Ну, поехали. Давайте сначала сделаем длину. Ресницы тоненькие-тоненькие, вот объема так точно нету, есть длина. Кстати, сама палочка, видите, тоже тоненькая, специально, видите, разработана, чтобы она проходила во вторую палочку со вторым колпачком, которая связана. Кстати, давайте раскрутим, посмотрим, даже интересно. Если мы открутим, видите, то тут тоже вот есть палочка. Как это выглядит, называется, в сборно-разборном виде. Если у вас инженерное мышление, вам должно быть интересно.
Итак, вот такие реснички. Действительно, объема здесь минимум. Но вот для меня, например, когда я наношу тушь, мне всегда удобно первый слой наносить именно такой тушью, которая бы разделяла реснички и делала их длинными, вытягивала бы и фиксировала. Да? То есть я тушью первым слоем раскладываю реснички для того, чтобы потом уже сверху можно бахнуть любую объемную тушь. Реснички уже разделены и выглядят аккуратно и красиво. Мне нравится, что щеточка небольшая и она не пачкает веки. При моих нависших веках это, конечно, чудесно. Пишут в каталоге, что на 60% более длинные ресницы. Ну, это один слой, я пока не вижу особо какой-то длины. Нанесем еще больше слоев, 2-3, как мы с вами любим, и тогда уже посмотрим. Ну что, вот такое вот удлинение. Видите ли вы разницу? Вот не накрашенный глаз, вот накрашенный. Пишите в комментариях. Давайте наносить объем. Здесь у нас прям густо нанесено на щеточку туши, и посмотрим, как поведет она себя. Пачкает века вот изнутри. Там, где иногда карандашом прокрашиваю, тут я вижу, что у меня уже испачкана тушью, потому что вот ее реально много на этой щеточке. Ну, мне кажется, что ресниц прям явно больше с этой стороны. Визуально выпачкала, конечно, вот у линии роста ресниц я кожу немного этой щеточкой, вернее, тем, что на этой щеточке больше туши. Щеточка-то та же самая, и эта тушь, кстати, доказывает нам, что дело-то не в формуле, да, а дело в конструкции щеточки и в том, насколько производитель ограничителю туши позволяет больше самой туши оставаться на кисточке. И от этого у нас получается либо более выраженный объем, либо вот такая вот нежная, изящная длина. Ну что, есть разница, как вы считаете? Ну что, продолжаем. Интересно, насколько будет наслаиваться, увеличиваться разница во втором и в третьем слое. Мне вот самой интересно. Давайте попробуем. Удлинение. Вот мне прям хочется взять уже объемную вот эту вот тушь и вторым слоем наносить на ресницы. Но эксперимент есть эксперимент, поэтому давайте продолжать удлинение. Если вы любите, когда мало самого средства на щеточке, то вот это вот ваш вариантик. Но для меня он какой-то вот прям неудобный. Кстати, ресницы стали более длинными, и тушь начала цеплять вот у меня веки. Хочется прокрасить, туши мало, понимаете, и я вытягиваю, и начинаю цеплять веки, пачкать кожу. Мне это не нравится. Ресницы уже прямо зафиксировались, и тяжело. Щеточка по ним проходит. Нижние не красила, давайте что ли нижние накрашу тоже. Ну, вообще не красит. Здесь уже вообще не осталось туши, поэтому она говорит, не, это только немного нанести, я же удлиняющая. Давайте сейчас нанесу второй слой объема и уже будем вместе сравнивать. Кстати, интересно, то, что у этих ресниц нет объема, я могу понять, что мало туши на щеточке. Почему у этих ресниц нет длины? Что мешает вот этой щеточке вытянуть длину? Мне кажется, кстати, что по длине они абсолютно одинаковые. Туши много, поэтому получите, распишитесь, слипшиеся ресницы, паучьи лапки, все дела. В общем-то, полный набор. Может быть, объемные ресницы – это когда несколько ресниц начали дружить, и это можно называть объемом. Но вот как-то щеточка не разделяет ресницы, но ресницы заметно гуще с этой стороны, где объемная щеточка, чем с этой. Давайте сверим, как вам кажется, есть ли разница во втором слое.
Кстати, вот я вижу на экранчике, в зеркале почему-то я не вижу особенно такого эффекта, но на камере я вижу, что вот этот глаз более приподнятый, более распахнутые ресницы и глаз более открытый, а этот более яркий и более эффектный. Поэтому я бы все-таки миксовала нанесение, то есть сначала берем один эффект, может быть в 2 слоя вот такое удлинение, а потом все-таки объемом бы еще добавить вторым слоем и вторым эффектом, объемной вот этой щеточкой, потому что хочется и более распахнутый взгляд, и более выразительный. И с помощью этой туши можно такое вот сделать. Ну что, 3-й слой, и уже разница будет, наверное, очевидна. Я большую не вижу разницу, но я буду читать ваши комментарии. Поехали, 3-й слой. Вообще нанесение неудобное вот для меня лично и немного непонятное, потому что я привыкла, что если это разделение удлинения, то это силиконовая жесткая щеточка, у меня супер тушь Giordani, и она прям прочесывает, удлиняет и идеально ресницы. Здесь ворсистая, но на ней мало туши. Я вот раз и никак не могу, вот не хочется прям побольше, чтобы было туши, она просто по ним где-то вот прыгает по ресницам, но даже вот не застревает в них, и прочесать сложно этой щеточкой. И все-таки я думаю, вот мои такие предположения, что вот эта тушь предназначена для того, чтобы разный слой делать разным эффектом, и вот из-за этого сочетания получать выигрышный макияж ресниц. Ну давайте теперь 3-й слой нанесем уже сюда, слепим уже окончательно ресницы и посмотрим, что в итоге у нас получится в 3 слоя. Здесь прям дубинки получаются уже. Это не пророческие мои слова, слепим окончательно. Это просто потому, что я уже очень много делала тест-драйвов туши. Я примерно предполагаю, что ждать от вот такой щеточки, когда много на ней туши остается. Это значит, все это сейчас перенесется на ресницы. А щеточка, еще раз повторюсь, не силиконовая. Она не предназначена для прочесывания ресниц во время нанесения туши. Поэтому вот получите, распишитесь, паучьи дубинки. Кто-то их любит. Это даже недавно, когда тушь Tremendous запускали, позиционировалась как супер тренд. Ну что, вот у меня 2 глаза накрашены 2 разными эффектами: длина и объем. Я рекомендую все-таки, если вы рассматриваете эту тушь к приобретению, сочетать оба этих эффекта в макияже глаз, и тогда у вас получится длинные и объемные ресницы, и, возможно, даже разделенные. Что вы скажете по поводу эффекта, который вы видите на экране? Я с удовольствием почитаю в комментариях. Тонкий слой туши или большое количество ее на ресницах, что выбираете вы? Либо вы будете сочетать оба эффекта. Рассматриваете ли вы эту тушь к покупке? Все пишите в комментариях. И если вам был интересный и полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк, делитесь им в социальных сетях, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть новые ролики о новинках на канале Взлет самыми первыми. Пока-пока.